Привет, это Юля. Добро пожаловать на наш с Сашей канал. В сегодняшнем видео расскажу, как я сделала вазу почти что из мусора и о тех трудностях, с которыми я столкнулась. Идею использовать эту сетку я подсмотрела на канале MyDIY. И вот первая трудность. Термоклей здесь не подходит, так как сетка расплавляется под действием температур. Поэтому я взяла новую сетку и, ничем ее не закрепив, наношу клей ПВА. Решила использовать спонж, но думаю, кистью было бы удобнее. Так как горлышко бутылки уже, сетка натянута неравномерно. Пытаюсь исправить этот момент при помощи прищепок. Обрезаю лишнюю сетку ножницами. Использую глину Darby Classic. У меня в наличии только такая. Первым делом декорирую горлышко. Глину креплю с помощью столярного клея ПВА. Я подумала, что сюда подойдет меловая краска. Белой меловой краски у меня не оказалось в наличии, поэтому я решила смешать самостоятельно. Для этого смешиваю одну часть глины, одну часть воды и 3 части краски. Я использую тестер краски из Leroy. Сама эта краска мне нравится, но для меловой краски она не подошла, потому что получилась очень неукрывистая краска, мне пришлось наносить больше 5 слоев. К тому же сама меловая краска не подходит для этой задумки, так как сеточка мягкая и при небольшом надавливании меловая краска просто осыпается. Я очень сильно пожалела, что изначально не купила краску в баллончике, потому что мне пришлось обсыпать то, что обсыпалось, и покрыть обычной акриловой краской. Я долго думала, как же мне декорировать шов и низ вазы, но решила также остановиться на глине. С помощью ножниц обрезала излишки сетки. Сначала приклеиваю глину, чтобы выровнять сетку. А затем уже приклеиваю декоративный хлястик. По низу вазы, а также на дно приклеиваю глину. По максимуму стараюсь выровнять с помощью мастихина, а когда высохнет, буду шлифовать. Покрываю матовым лаком из баллончика. А только после этого наношу золотой краситель, так как некоторые лаки могут растворять золотую краску. С помощью пакета и малярного скотча защищаю белую часть вазы. Получается, что белая часть вазы — это сетка, а золотая часть — это глина. Также в этой технике решила сделать сердечко-подвеску для вазы. Деревянное сердечко из фикс прайса, на него наношу клей ПВА.
и закрепляю сетку с помощью прищепок. После того, как клей высох, обрезаю излишки сетки. Сердечко покрасила золотой краской из баллончика. Но мне показалось слишком много золота, поэтому решила закрасить промежутки между сеткой белым. Мне очень нравится сочетание такой фактуры и белого с золотым цветом. Хоть я и покрыла вазу защитным лаком, но буду использовать для искусственных цветов. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!